Май, гром, небо синее, дождь брызнул, пыль взлетел, перлы висят, солнце золотит нити, поток с горы быстро, птицы орут в лесу, все вторит громом, Геба кормила орла Зевса, кубок громовой уронила, смеялась. Не, это не я сошел с ума, это то, как вы можете экономить до 75% ваших токенов при работе с нейронкой, сохраняя при этом стопроцентную точность техническую для нее. Кстати, если вы узнали стихотворение, ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем комментарий про это. Конечно, Федор Иванович не рассчитывал, что с его стихотворениями будет происходить вот такая интересная история, но люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Это есть май, гром, небо синее. Чего тут распыляться, верно? Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. Дождь брызнул, пыль взлетел, перлы висят, солнце золотит нити. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Поток с горы быстро, птицы орут в лесу, все вторит громам. Что тут добавить, верно? Ты скажешь, ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Геба кормила орла Зевса, кубок громовой уронила, смеялась. Секрет в том, что для человеческого сознания вот это довольно странная конструкция, а вот это очень красивое стихотворение Федора Ивановича Тютчева, а вот для нейронки, что вот это есть совершенно определенная техническая информация, которую она воспринимает примерно с одинаковой точностью, только на это она потратит намного больше токенов, чтобы переварить и выдать вам результат, а на вот это намного меньше токенов. Это не моя фантазия, под этим есть исследование. Само исследование называется Constraints Reverse Performance или ограничение краткости, обратная иерархия производительности. На самом деле его очень интересно почитать, я прикреплю ссылку в свою бесплатную телеграм-группу, обязательно читайте. Но это довольно большое исследование, которое посвящено тому, что неожиданно большие языковые модели справляются на 7-10% хуже с простыми задачами, чем маленькие модели. И это происходит по нескольким базовым причинам. Оказывается, большие модели с определенным классом задач справляются намного хуже, чем маленькие модели из-за чрезмерного обдумывания и генерации слишком длинных запутанных ответов. Однако, если в промпте потребовать ограничить длину ответа, то большие нейронки снова начинают намного превосходить маленькие модели в своих ответах. И, конечно, это же исследование уже превратилось в отдельный скилл для наших нейронок. Называется этот скилл Caveman. Он мега популярен, набрал уже почти 50 тысяч звезд на GitHub, и делает он следующее. Он сохраняет нам практически до 70% токенов, оставляя техническую точность на уровне порядка 100% и увеличивает скорость работы с нейронками практически в 3 раза. Давайте попробуем на реальной задаче в нашем Claude посмотреть, каким образом это все работает. Итак, вот я открываю свой небольшой проект. Это приложение с главной страницей, с аутентификацией, для того, чтобы пользователи могли логиниться в приложение, и какие-то внутренние страницы приложения, что-то типа Trello. Приложение не очень большое, но нам интересно спросить какой-нибудь каверзный вопрос у нашего Claude. Допустим, меня интересует, каким образом здесь устроена аутентификация. Отправляем запрос в нашу нейронку и смотрим, что происходит. Обычно происходит все, скажем так, как мы и ожидаем. То есть она нам говорит, что сейчас я буду смотреть структуру аутентификации в проекте и буду собирать данные для того, чтобы отдать тебе правильный ответ. Итак, наш ответ занял 26 секунд и выглядит таким образом, что у нас схема аутентификации здесь Supabase аутентификация провайдер, используется email плюс password. Серверная логика содержит 4 действия: sign up, sign in, sign out, get user. Формы, да, у нас есть клиентские компоненты. В принципе, ответ, достойный этого ресерча, согласитесь. Давайте сразу посмотрим, что у нас мы потратили для того, чтобы ответила нам наша нейронка. Мы видим, что наша нейронка потратила 30 тысяч токенов примерно. У нас на системный промпт ушло 6,5 тысяч токенов, системные тулы 9 тысяч токенов. Самое главное, у нас на месседжи ушло 10 тысяч токенов, что есть 5% контекста. В принципе, нормальный средний показатель. Теперь делаем финт ушами. Вот у нас есть тот же самый проект,
в который я поставлю плагин Caveman. Кстати, все ссылки на ресурсы, которым я пользуюсь, и на GitHub репозиторий, и на стихотворение Тютчева я приложу в свою бесплатную телеграм-группу, так что заходите туда, забирайте их и идите по моим шагам. Здесь есть команда, которая позволяет нам в Claude Code поставить плагин, соответственно, сначала поставить Marketplace, потом оттуда забрать наш плагин. Я возвращаюсь в наш Claude Code, здесь перехожу в shell mode и вставляю эту команду. Кстати, если вы не знаете, что такое Marketplace, что такое плагины Claude Code, и только начинаете осваивать всю эту историю, обязательно заскакивайте в нашу про-группу, там есть крутейший мастер-класс по Claude Code, по Antigravity, по N8N и про-материалы, там вообще круто, обязательно заскакивайте. Ссылка на эту группу тоже будет в описании. Так, я вижу, что мой плагин установился, я сейчас его перепроверю, какие у нас есть установленные плагины, я вижу, что Caveman стоит, и у нас он теперь заенейбленный, то есть готов к работе. Давайте еще раз перескочим в репозиторий Caveman и посмотрим, каким образом он конфигурится. Здесь есть такое понятие, как уровень интенсивности, то есть уровень сжатия наших промптов. Обязательно надо не забыть сделать reload plugins, потому что тогда он его не видит. Переходим на Caveman Ultra, соответственно, все, мы теперь в ультра режиме. Спрашиваем тот же самый вопрос. Каким образом здесь устроена аутентификация? Итак, мы справились за 23 секунды, то есть на 3 секунды быстрее, чем первый запрос. И обратите внимание, каким образом строится ответ. Stack, Supabase Aus, схема, request, middleware, платформа, дашборд, слои, middleware, каждый запрос, layout guard, сервер-компонент, формы, клиентский компонент. То есть отсюда убраны все лишние конструкции, которые добавляют читаемости для нас, как для людей, а для нейронки не предоставляют никакой ценности. Смотрим, что же мы потратили в рамках контекста на этот запрос. Итак, давайте я расположу рядом два наших ответа. То есть слева у нас без Caveman ответ, справа вместе с Caveman. И сначала вы можете увидеть, что разница несущественная. То есть здесь было затрачено 29,2 тысячи токенов, здесь 28,8. Примерно совпадает, но если вы используете Claude Code, вы начинаете замечать, что на самом деле разница существеннее, чем кажется. И это только с одного промпта. Начинается экономия на системных тулах. Смотрите, здесь 8,5 тысяч токенов, здесь 9 тысяч токенов. Без Caveman мы потратили 10,5 тысяч токенов на ответные сообщения, вместе с Caveman 9,9 тысяч токенов. Если мы продолжим работать с нашим проектом, то это накапливается как снежный ком. У меня ни разу не получилось достичь экономии 75%, как заявлено в документации, то есть это будет работать с определенными только запросами, с определенными только промптами. И при дальнейшей работе с моделью раскрывается реальная история с Caveman, потому что все наши ответы становятся контекстом для наших будущих запросов, и мы видели в ресерче, каким образом это повышает точность ответов нашей модели. Соответственно, в процессе коммуникации с нашей моделью мы не только экономим на токенах, но и повышаем точность ее ответов благодаря тому, что усекаем каждый раз ее ответные сообщения, инструктируем ее, каким образом быть лаконичной и заставляем ее каждый раз сокращать свои ответы. Здесь приведены различные задачи, которые дают разный перформанс и экономию токенов, то есть есть задачи, где не так будет заметна экономия, хотя не знаю, как для вас, мне кажется, 22% это уже колоссально. И есть типы задач, на которых экономия становится просто ошеломительной до 80-90%. Вы, конечно же, не обязаны использовать это только с Claude Code, потому что это скилл. Скилл может быть использован с любой современной нейронкой и агентским инструментом, который поддерживает использование скиллов, поэтому обязательно пробуйте. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, комментируйте и давайте оставаться на связи.